Однажды в Италии множество людей, открыв утром интернет, первым делом кинулись проверять данные об одном из пациентов госпиталя города Аквила. Как прошла операция, как настроение, как аппетит и, главное, какие прогнозы? Конечно, никто не говорил об этом вслух, но самочувствие больного на самом деле мало кого интересовало. Большинство волновал лишь один вопрос – когда он умрет? Нет, итальянцы не жестокосердны. Просто речь идет не об обычном человеке, хотя и тяжело больном и жестоко страдающем. Имя пациента, за продление жизни которого борются медики – Маттео Мессина Денаро. И он – босс Коза Ностры. О его пути от солдата мафии до ее главного финансиста вы можете узнать, посмотрев на нашем канале трилогию «Принц мафии». А в этом видео о том, что оставил после себя тот, которого называют последним крестным отцом, и как закончилась его жизнь 23 сентября в госпитале Сан-Сальваторе города Аквила. Однажды в Италии. Его арестовали после 30-летнего розыска 16 января 23 года в столице Сицилии Палермо. Прямо в клинике, куда он пришел на очередной сеанс химиотерапии. Без шума, пыли и сопротивления, так что многие даже посчитали, что это инсценировка, которую устроили, чтобы прикрыть фактически добровольную сдачу властям. По законам Коза Ностры для мафиози непозволительную. В тот же день его перевезли в тюрьму повышенной безопасности в городе Аквила и поместили в камеру на режим строгой изоляции 41 бис. Благо приговоров у Мессина Денаро уже было предостаточно, хоть и заочных, зато пожизненных. Как положено, он заявил, что о существовании мафии знает исключительно из газет, давать какие-либо показания и участвовать в судах над собой отказался. Напрямую отрекся только от обвинения в причастности к убийству ребенка. Но и признался лишь в том, что не святой. В дальнейшем, общаясь с представителями закона, исключительно по вопросам своего лечения. А поговорить есть о чем. У босса рак прямой кишки 4-й стадии. На момент ареста врачи давали ему полгода, 8 месяцев максимум. И хотя кое-кто предпочел бы, чтобы он умер как можно быстрее, и лучше всего, если не приходя в сознание, легко сдаваться босс не собирается. Сразу после ареста он требует, чтобы его лечили по самым современным протоколам. К нему приглашают лучших онкологов, а для сеансов химиотерапии в тюрьме оборудовали специальную камеру. В конце июня он съездил под конвоем в больничку на операцию, причем не по основному заболеванию, а с урологической проблемой. В начале августа вернулся, теперь уже с непроходимостью кишечника. Журналисты замерли в ожидании, боясь прохлопать горячую новость. Полиция надеялась, что, может, хотя бы перед смертью он заговорит. А кое-кто едва ли не молился, чтобы он таки умер молча. Но он снова обманул их надежды, без осложнений перенеся операцию и, несмотря на слабость, не теряя присутствия духа. К середине сентября состояние большого босса ухудшилось настолько, что речь уже не шла не то что о возвращении в тюрьму, но и о продолжении борьбы с опухолью. Все, что медицина могла сделать для больного теперь, это приглушить боль и подкармливать внутривенно. От высоких доз обезболивающих Мессина Денаро впал в кому и вышел из нее, опять обманув ожидания примчавшихся к госпиталю за горячими новостями. Терапию подкорректировали, а пациент, одна из кличек которого была диаболик, написал отказ от проведения реанимации в случае повторного кризиса. И заодно запретил пускать к нему дочь, дескать, чтобы не видела его в таком состоянии. Кажется, вполне себе отцовская забота, если не знать всей истории. А история такова, что здоровым незаконно рожденная дочь Лоренцо за 27 лет своей жизни не видела отца ни разу. Он впервые согласился встретиться с ней только через несколько месяцев после ареста, будучи уже изрядно потрепанным болезнью. А до этого никогда. Несмотря на то, что всегда признавал ее своей, хоть и неофициально. Она родилась от Франки Аланьи, одной из многочисленных подружек любвеобильного босса. Сицилийская деревня, внебрачные отношения с записным гулякой, ее семья против. Когда Франка забеременела, мать и сестры Мессины Денаро приняли ее у себя в доме. Был ли у нее выбор и что это была за жизнь, мы можем только предполагать. Точно известно лишь, что рожала и растила ребенка женщина под крышей несостоявшейся свекрови, а как только дочери исполнилось 18, они ушли. Тут снова сплошная неопределенность. Журналисты, пытающиеся быть объективными, говорят, что дело во внутрисемейном конфликте. Те, что предпочитают пафос, утверждают, Лоренцо хотела оборвать связи с мафиозным кланом отца. Прямых подтверждений ни одной, ни другой версии нет. Но и тех, кто слышал бы лично, как Лоренцо отзывалась о Мессина Денаро плохо, тоже не существует. А есть свидетельство школьной учительницы. Девушка говорила, что пусть для других он и террорист, для нее все равно остается отцом. Есть записи в соцсетях, ей хотелось его тепла и участия. Она через 1000 километров примчалась к нему навстречу, ради одной улыбки через бронированное стекло тюремного зала свиданий,
Примчалась, как только он согласился. Показала 2-летнюю внучку, поселилась неподалеку, чтобы навещать при любой возможности. А главное, взяла его фамилию, отказавшись от материнской Аланья, которую носила 27 лет. И это при том, что по страницам масс-медиа гуляют письма Матео Мессина Денара, где он, мягко говоря, нелестно отзывается о ее умственных способностях, откровенно презрительно о ее моральном облике, называет ее худшей среди всех известных ему девушек ее поколения, а в одной из его записок к родственникам он рекомендует убить ее бабушку по матери. Хотя, может, именно поэтому. Мессина Денара – это клан, сильный и сплоченный. И хотя, потеряв Матео, он лишается своей главной опоры, его авторитет среди жителей провинции и за ее пределами все равно огромен. Их уважают, им благодарны, кое-кто предлагает поставить им памятники, как святым. Да и все видели, что происходит с отщепенцами. Роза Филарда – двоюродная сестра Матео Мессина Денара, дочь родной сестры его матери, главной женщины клана. Но клан называет Розу женщиной из казармы, потому что, когда на нее напали на улице, она посмела заявить об этом в полицию. Никто из участников нападения не имел никакого отношения к Коза Ностре, но это не важно. Перешагнуть порог полицейского участка уже достаточный повод, чтобы всю жизнь носить ярлык «казарменный». А у Розы есть и другие грехи. Ее муж, Лоренцо Чимороза, через женитьбу посмевший породниться с кланом, в какой-то момент отказался платить Коза Ностре дань со своей строительной фирмы и тоже отправился в полицию. Прожил он после этого недолго, умер от сердечного приступа. А Роза и сын Джузеппе остались убирать могилу Лоренцо, постоянно оскверняемые вандалами, игнорировать перешептывания соседей и терпеть презрение клана, которому они, впрочем, отвечают взаимностью, с открытыми лицами, выступая в СМИ и громко произнося популярный лозунг «Мафия фас кифо». Мафия отвратительна. Конечно, это может показаться смешным. Журналисты бегают по улицам и, как в детсаду, предлагают прохожим назвать мафию кучей дерьма. Но не тем, к кому с этим вопросом обращаются. Даже сейчас, когда последний босс под арестом, на такое отваживаются единицы. Большинство предпочитает выглядеть трусами в глазах всей страны, нежели сказать пусть даже ничего не значащее, но нелестное слово о Коза Ностре. Осудить их легко, но нельзя забывать, журналисты уедут, а им там жить. А главное, очень многие из них действительно уважают людей чести и знают, что те реально поддерживают своих. А государство в благодарность за сотрудничество изъяло у семьи Чимороза их дом и конный манеж, за счет которого они жили. Так что, каковы бы ни были мотивы, по которым дочь умирающего мафиози отказалась от фамилии, вырастившей ее матери, и стала Мессина Денара, страх, боязнь одиночества, желание хоть ненадолго ощутить поддержку и тепло отца, или надолго защиту большой и дружной семьи, да даже если просто деньги, вряд ли кто-то имеет право ее судить. И пусть сам Дьяволик не заслуживал знать, что теперь у него есть дочь, у Лоренцо было право иметь отца. Так что умирал Матео Мессина Денара не в одиночестве и вряд ли мучился совестью. Он всегда был весьма высокого о себе мнения и ни разу в жизни не признал за собой ни одной ошибки. Осужденный за множество убийств к нескольким пожизненным, он прожил жизнь в свое удовольствие и умер в срок, назначенный ему природой, даже благодаря усилиям врачей чуть позже, на руках любящих родственников, многими уважаемый и многими оплакиваемый. Он не был наказан при жизни, и нам не дано знать, случится ли это после его смерти. Остается только надеяться, что, может быть, его внучка заявит однажды, что не хочет иметь ничего общего с кланом. И никто не заставит ее пожалеть об этом. Ну или хотя бы правнучка. В общем, однажды в Италии.